Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера, и сегодня мы с тобой продолжаем путешествие в чудесные пиксельные круги, кольца петли Loop Hero. Получается, что за кадром я, значит, подфармил немножечко денежек, ресурсиков чуть подфармил, и сегодня у нас серия с тобой начинается с чего, правильно? С грандиозной стройки. Строить будем мы с тобой, во-первых, гимназию, чтобы быть умными. Правильно. Вот оно что. Вместо того, чтобы осилиться, вспомнить что-то, можно просто выучить это заново. Хороший ход. Я тоже так считаю. В этом нет никакой хитрости. Без образования мы завещаем наш мир дикарям. Но знаешь, даже тебе найдется чему поучиться. Мы все можем собраться и поделиться своими полезными знаниями и навыками друг с другом. Давай, делись. Ох, все, что нужно, я уже знаю. Оставь образование детям. Твой первый урок. Научись любить учебу. Это упростит жизнь нам обоим. Ладно. Да тебе-то что ты в лагере сидишь тут? Хотя, может, и главное, в лагере пока меня нету. Управленческие качества, так сказать, я бы тебя поднял. Да. Так, ферма. Подожди. Мы, собственно, не прочитали вообще, нахера оно все нужно. Гимназия. Место, где вас научат счету, грамоте и как не перечить учителю. Физическая подготовка в приоритете. Открывает возможность получения умений при убийстве монстров в экспедиции. Открывает карту деревня. Ясно. А ну-ка, экспедиция. Что? О, шо? Герой получает на 7 раз меньше урона за каждого противника в бою, начиная со второго. Слушай, а как это? Какое-то все не кликается, ничего. Подожди, а если если его... у них еще способности разные. Окей. Разные деревня. Что делать деревня? Тут вам нальют, а после заставят работать. Лечат 15 плюс 5 умножить на круг здоровья при посещении выдает задание. Что за задание? Не ясно, что за задание, но я думаю, что мы уясним, разберемся. Так, дальше. Дальше я, собственно, хотел построить ферму, но теперь у нас есть возможность построить пункт снабжения и кладбище. Но сначала давай построим ферму, я думаю. Урожай фермера спешит оказаться на обеденном столе, чтобы утолить чей-то голод. Свободные клетки вокруг фермы становятся огородом. По возвращении из экспедиции ферма производит 1 паёк за каждый пройденный полностью круг, но не больше количества огородов вокруг фермы. Огород может быть застроен. Открывает доступ к созданию еды. Если построен пункт снабжения, открывает карту пшеничные поля. Ну, давай, так. Чтобы было максимум пустых клеток вокруг, да? Ну, наверное, типа вот здесь, чтобы... Тогда у нас будет 1, 2, 3, 4, 5. Потому что в любом другом месте, ну, это еще также в этом тоже 5, да? Здесь уже будет 1, 2, 3, 4. Ну вот еще сюда стоит 5-я. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слушай, вот оно, самое выгодное место. Ты заметил, что это забвение странным образом сказывается на наших ощущениях? Взять, например, голод. Не есть несколько дней, на проголодаться, конечно, это не значит, что нам не нужно питаться совсем. Фермер ручается, что может вырастить немного стабильного урожая, хотя для этого потребуется время. Ладно. Интересно, что у него выйдет без солнечного света? Да, хороший вопрос, к слову. Ну, тебе бы вспомнить, что такое солнечный свет, и, возможно, он, появится, девка. Так. Мы ферму можем до хера построить, да? Ага. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Что такое литейный цех? Литейный цех.
Пристройка кузницы упрощает жизнь кузнецу, а значит и вам. Открывает карту Храм Молний, открывает золотую карту Арсенал, если построен разведцентр. 30 к базовому здоровью. Вот это папе надо, слушайте. Строим литейный цех. Эй-хо-хо, какой славный бочонок для плавки металла. Подкинуть угля, отдать металлом. Эй, парень, знаешь, в чем секрет прочного доспеха? Прочное тело, что его носит. Ха-ха, я могу сделать прочнее даже обычную рубашку или портянку. Что больше по душе? Под таким парусом на дно не пойдешь. Да, не пойдешь, да? Даже если... Даже шторм не страшен. А знаешь почему? Шторм будет на твоей стороне. Вот почему. Ладно, дед, ты как бы это... Я тебе верю пока что. Так, ну и все. И на этом, собственно, все. На этом мы пока что больше ничего не можем построить. Но, мы с тобой... Так, мы с тобой можем что-то из этого, собственно, прокачать. Да? 10% лечащей силы костра увеличить. И открывает... это оно и так типа дело. Вот 8% к лечащей, значит, силе костра плюс 1 ячейка под предметы лагеря. Непонятно, что это такое. Это что такое? Улучшение даст 2% лечения зельем. То есть вместо 4 будет 6. Слушай, это как бы звучит классно. И можно взять с собой 5, а не 3 зелья. И это вообще прекрасно. Я считаю, что я хочу вот это усиление. Теперь тут гораздо больше места. В благодарность слушай особый лекарственный рецепт. 15 лимонов, 2 ложки меда, 3 головки чеснока и 10 колосьев пшеницы. Слушай, надо попробовать. А вдруг бабка как бы дело говорит. Мешаешь банки с водой и даешь настояться. Лучшее средство от артрита. Не вороти нос, через 15 лет будешь меня благодарить. Я согласен. Всех нас это ждет. Никто, так сказать, не застрахован от подобной приколов подобных. Так. Пшеничное поле. В стогах так и хочется уснуть, но нужно идти дальше. Ставится рядом с деревней. Плюс 5 умножить на круг к лечению в соседних деревнях. Раз в 4 дня создает пугало. Ага. Окей. Ну, то есть, наверное, деревня бесполезна без пшеничного поля. В таком случае, как бы, мы можем избавиться от рощи с кладбищем. У нас и так очень много, в принципе, дерева и камня. Я считаю, что оно нам и не нужно. Да? Храм Молнии. Что делать храм Молнии? Тут молятся древнему богу грозы, никто уже не помнит его имени. Каждые 5 секунд в бою в зоне действия поражает 2 случайные цели молнии, которые не увернутся. Эффект храмов суммируется. А ведь звучит-то приятно. Давай возьмем. Зачем? Непонятно. Ну давай возьмем. Сфера искусств. Что такое? Я вот просто, как бы, чтобы ты понял, я просто все собирал, но я не смотрел, нахрена оно все это нужно. Вот, сфера эволюции, например. Стремление совершенствоваться, адаптироваться, выживать, вечная борьба за место под солнцем. Сфера искусств, дело, доведенное до совершенства, жизнь, проведенная в поисках идеала. Окей. Загробная сфера, способность бытия и смерти. Вам может показаться это ужасным, но мир застынет без своей хрупкости и быстротечности. И последнее, что, вот этот, вроде, сфера единства. Разрозненное, ставшее целым, способность быть больше, чем сумма своих компонентов. Порядок, рожденный из хаоса. Я не знаю, откуда у меня появились эти сферы, честно. Я просто ходил, просто ходил. Так, мы с тобой начинаем, знаешь, что делать? Мы с тобой идем, собственно, во 2 главу. Я предлагаю пойти во 2, собственно, главу за воина.
за войны, идем во вторую главу и изучаем то, что нам тут навыпадало. Так, щит и топор. Вот так. Все, оделись, экипировались. Проснулись, напаснулись. Да. Не вижу, где и зачем нам вот эти вот штучки. Вот опыт появился какой-то. Под жизнями. Опыт жизни и опыт... очки жизни и опыт героя. Ну, как бы да. Я хочу быть опытным героем. Я считаю, что это как бы нужно. Всем нужно быть опытными героями. Выведем ресурсы сразу, чтобы понимать, собственно, зачем оно нам и что оно делает. Так. Где мы хотим строить штуки? Ну, давай, наверное, будем хотеть здесь это делать. Пшеничное поле. Это вот... вот и деревья. Так, ну просто так, да. Просто так мы не можем. Стоять. Если она нас лечит, я предлагаю поставить это где-то вот в середине круга. И в идеале первое поле поставим за этим. Потому что вдруг мы получаем по лицу. Нас полечит деревня. А потом мы будем драться с пугалом. С другой стороны, конечно, какая разница. Так. У нас скала должна быть вот тут ее центр, да. Вот тут ее край, значит, вот сюда. Тут ее центр, опять же, вот тут ее край. Слушай, а можем вот сюда вот построить скалу? Вот так вот ставим. Эту вещь. Что тут? Ничего интересного. Так, храм молнии. Ой-ой. Ой-ой. Слухай. Ля, какая интересная залупа. Ну вот, как-то вот сюда, наверное, хочется его поставить. Ну, потому что, как бы, да. Ладно, идем дальше. Давай поставим вот это сюда, вот это сюда. Поехали. Просто едем дальше. Я просто ехал прямо, я просто ехал дальше. Так. Это вот сюда. Луг. Сюда идет луг. Что у нас тут? Гора. Гора, получается, идет сюда. Ага. Ну вот тут вот явно нужно это вот нужно явно здесь. Подожди, вот так, вопрос. Что это? Пустырь. Ну вот это, наверное, задание. Я прошел через деревню сюда, вот какая-то молния ударила. Я упустил этот момент. Но если я все правильно понимаю, то это именно то, собственно, что нам нужно. Так, если я поставлю горку здесь, пропуск клетки и сюда. Ну, типа он в упор в любом случае, да, становится к горе. Пока что да, поэтому пока что так. Давай строим поле. Наверное, поле нужно было повременить. Конечно. С другой стороны, чем раньше мы начнем вот эти все приколы делать, тем быстрее мы начнем получать крутую экспу. Так, ну, теперь, в принципе, я думаю, что следующая деревня с 2 пугалами. Здание готово. Угу. Ну, что-то какая-то награда за здание, конечно, такая себе, такая. Смотри, подожди. Так. Слушай, мы можем вот тут вот настроить кучу всяких штук. Но я предлагаю деревню, на самом деле, перекрыть, потому что там будет 2 поля с уродцами. Узнали? Согласны? Я согласен. Да, там на полях же будут вылазить эти пугалы. Вот оно. Вот оно и пугало, собственно. Защита 13% контур удара. Ну, как бы, 2 защиты пока что звучит более, ну, как-то приятно.
2 храма. Или что это? Каждые 5 секунд 2 случайных участников битвы. Ага. Ладно. Давай строим сюда. Скидыч. Слушай, по моей задумке у меня вот тут должна быть скала, вот тут должна быть скала. Вот тут вот эта штучка. Давай сразу их выставим, чтобы они не занимали мне тут место. Справедливо и справедливо, я считаю. Контрудар и уклонение. Вот это кольцо, кстати, выглядит, ну, прям кошерно в сравнении вот с этим. Хотя, ну такое. Не, ладно, оставим защиту. Давай оставим защиту. Вампиризм, реген в секунду. Вот это вот прекрасно выглядит уже. Дорожный маяк. Если поставить его сюда, а может сюда? Давай сюда. Подожди, у нас же нету лугов и этих кладбищ. Мы их выбросили из колоды. Ну, то есть, по идее, единственное, что у нас будет спавнить злых мобов, это поля при деревнях, да? И, ну, вот эти 2 штуки, но они будут прям рандомно спавнить. А еще за количество гор будет появляться эти уроды. Гоблины. Поэтому фонари как-то, наверное, стоило оставить. Потому что сейчас я не то чтобы контролирую это дело. С другой стороны... Что такое? Это шо это? Это шо? Подождите. Ты подожди, что это такое? Бандитский лагерь. Ага. Мастера размена своей бедности на чью-то жизнь. Раз в 2 дня создает на соседней клетке бандита. Бандиты предпочитают деревни. Возникают за... Ах ты, сука. За каждые 2 деревни. Ну ок. Я не то чтобы даже и раздосадован-то на самом деле, если так подумать. Да. Хотя, ну, некая нотка негодования есть. Все-таки есть. Сюда и давай вот сюда поставим. Поставим сюда. Не хочу, я хочу защиту оставить. Защита более важная вещь сейчас, нежели все остальное. Так, 7 и 7. Ну, 7 и 7, ладно. Ну, ладно, ну 7, ну и 7. Думаешь, почему у меня такая дурацкая застройка? А я тебе сейчас увидишь все, как только мы насобираем гор. Наверное, по большей части только... Ой-ой-ой, какое. Вот этого колечка я ждал. О! Эй ты, не припомню тебя. Не похож ты на местного. Это потому, что я не местный. Ну, ебать, логично. Ага, другими словами, ты решил, будто можешь шататься тут без всяких последствий. Я могу. Непростое нынче время, знаешь ли. Нечего жрать, нечем промочить горло. Вдобавок приходится терпеть проходимцев, которым плевать на то, что мы тут подыхаем в нищете. А с чего это проходимцам должно быть не плевать, если вы сами как бы не хотите что-то делать для того, чтобы не подыхать в нищете? Что, ты решил, будто ты лучше нас? Да? Я угадал, это был правильный ответ. У меня сложилось впечатление, что это один из тех вопросов, ответ на которых не влияет на развитие событий. Ну что же, похоже, единственное, чего ты сегодня лишишься, это своей собственной проницательности. Ладно, брат, ты сам напросился туда-сюда, сейчас будем тебя манерам учить. Получил молнией в лицо, Криса. Черт, получай. Если подумать, убийцы и грабители тоже часть этого мира. Стоит ли мне радоваться их появлению на моем пути, если я так стараюсь вернуть все на свои места?
С другой стороны, отвращение к грабежу и головорезам тоже часть этого мира, так что позволю себе не испытывать неприятных чувств по поводу этой встречи. Дело, говорит молодой. Это задание, да? Вот, объект задания. Здоровье плюс 10%. Все ясно. Все, вот теперь все стало на свои места. Собственно, да. Задание выполнено. Что у нас тут? Мы потеряем 8 единиц защиты, но мы приобретем 1,2 регена в секунду. Я считаю, что на текущий момент моего осознания защиты, скажем так, да, 1,2 регена в секунду звучат в разы лучше. Я вот думаю, а если квест упадет на гоблина? Потому что на текущий момент гоблины, в принципе-то, самое мерзотное, вот, что существует здесь, а тут-то. И не хочется, чтобы как бы задание падало на гоблина. Ой, не хочется. Защита, урон по всем. Вампиризм еще 10%, я думаю, 17% уже приятно будет. Гораздо более приятно. 1,8 регена в секунду. 18% вампиризма, мы неплохо лечимся. Так, сюда. Надо вот сюда вот куда-то сандалить фонарь, чтобы этих тварей не спавнилось слишком много. Они очень сильно пробивают. Гоблины, в принципе, на текущий момент самое неприятное, что есть в игре. 7%. 7% от 16 давай считать. Это где-то средний урон наш получается. Это сколько? Это типа меньше, чем, почти 10%. Это было бы 1,6. Тут чуть меньше. Все где-то в том же районе. Реген в секунду, вампиризм, да, но тут больше урона. Поэтому берем вот это. Я считаю, что это сейчас важнее. Поставим вот эту штучку, чтобы больше полечиться, как придем мы. Так и вот так. Тысяч. Так, еще одна деревня. Давай также ее в районе фонаря строить, чтобы меньше неприятностей, так сказать, получать со всех этих приколов. Реген в секунду я люблю больше. Херобора какая-то. Поехали дальше. Петюня. Подожди. Урон по всем 4. Защита 2. Уклонение 10. Такое. Хочется просто... Реально хочется вампиризма. О! Что это? Стоять. Это умение. Вот она, собственно, гимназия. Гимназия пришла к нам, да? Выберите новое умение. Переосмысление. Получить новый набор из 3 умений. Не тратить очков. Какая-то херня, по-моему. Я не знаю, что это значит, поэтому хочу что-то, может, действенное. Вот, догмат защиты. При взятии этого свойства и каждый круг герой получает полоску фантомной защиты, равную 65% максимального здоровья. Весь урон по ней идет без учета защиты. То есть, в принципе, в начале каждого круга у нас будет на 65% больше здоровья. Типа того. Это прям привлекательно. Каждый контрудар лечит на 1,5 умножить на круг здоровья. Допустим, смотри. Как бы на 7,5 здоровья. Вот на текущем кругу, если мы возьмем этот, да, спелл. 7,5 здоровья каждый контрудар. Но в таком случае у нас должен быть большой шанс контрудара. Да? Там хотя бы процентов типа
30, в идеале, наверное, 50. Больше я пока что не видел. Вот. При этом как бы не факт, что он будет прокать постоянно. Но. Это будет типа, ну, допустим, 7,5 единиц здоровья. Он же не факт, что прокнет, во-первых. Во-вторых, как бы... А вот я не знаю, кстати, контрудар, он блокирует урон входящих в ней. Короче, догмат защиты, я думаю, это вот более верный выбор на текущий момент, по крайней мере, точно. Что будет дальше, пока что я не знаю. Но знаю точно, что это оно. Раз в день. Так, ну давай вот сюда вот ставить наши эти. Контрудар, вампири. Вот это моя цаца. Что тут у нас? Вампиризм, больше здоровья, урон по всем, скорость атаки 4%, конечно, звучит как полная херь, но в принципе вкусно. Ля какое. Ля, смотри, что-то отображается. 6% урона, непонятно. Ну у этого за каждый круг, кстати, урон, по-моему, возрастает, да? Но это не точно. Так. Ну, давай я что думаю. Я думаю, что мы будем пока вот так вот строить луга. Спросишь меня зачем, а я отвечу. Ой-ой-ой, подожди. Блин, ну 8% вампиризма, это, конечно, такое себе. Ну, а вот тут очень много урона. Но мы потеряем 8% вампиризма. Давай так, это будет типа 33, да, в пике. Ну, 25, наверное, в среднем. Это уже больше, чем здесь, да? То есть, играет ли нам роль вот эта вот разница? 25 и 22. Ну, то есть, по сути, 3 урона среднего, да? Если считать в максимальных числах, конечно, больше получится. В максимальных числах это 7 плюс 4, 11. Если в максимальных числах 7 плюс 4, 11, да? 11. 8% от вот текущих моих 30. Это сколько? Чуть меньше 3. Ну, там типа 2,7. Да? Не знаю. Давай поменяем. Че я мозг себе вот это вот ебу? Или нет? Не будем менять. Всё. Не хочу. Просто вот я считал. Зачем считал, непонятно. Теперь я просто не хочу. Вот и все. И что ты мне сделаешь? Ничего, правильно. Потому что я как бы в другом городе, за мат извини. Потом, возможно, это нужно будет пересчитать. Да я считаю, что 7% контрудара, ну как бы нахуй не сдались. Давайте будем честными, да? Ну... Да, а больше вампиризма нам не помешает. Вот теперь, к слову, 45%. Насколько он лечится? На 13. 13-12, да? Теперь я поменяю, допустим, меч. И будем посмотреть, пожалею ли я о своем выборе. 15, 16, 15. Ну, слушай. Как минимум выглядит точно лучше. Что, может, деревню вот сюда вот поставить? И... Нахуя? Непонятно. Ну, да, как бы да, как бы и незачем вроде бы. Ну, давай поставим деревню здесь. Я пока что не очень сильно понимаю, зачем, но пусть будет. Так. Кстати,
А вот тут вот 9 урона по всем. Ну, не так много больших пачек. Да. Оно вроде как и не нужно. Просто идем дальше, ждем кольца на вампиризм, в общем-то. Я вот так вот думаю. Мы поступим. Поле. Надо поле притоптать, или как там было. Какая песня? А то там... Ля, ну ты чё ты творишь? Я только себе сделал крутой хп-бар, как ты мне решила лицо в землю втоптать? Ой-ой-ой. Спасибо, спасибо, пожалуйста, спасибо. Так. Этого молодого красивого. Вагон. Ты красивый, братец, но все равно вагон. Так, про отцам. Скрываем вот эту штучку. Ставим сюда. Ставим скалу. Куда бы мы ее поставили? Даже не знаю. Давай поставим вот это вот сюда, допустим. Так, ладно, скала пусть будет. Просто пусть лежит. Контрудар. Вампиризм. Потерять 3% вампиризма, но получить... Ну, по сути, заменить скорость атаки 4%. На 9% контрудара. Но сверху к 3% вампиризма, да, разменять их на 70. Да, звучит приятнее гораздо, по-моему. Здоровье. Тем более, что у нас фантомная наша вот эта защита с вами, да, зависит от... этого. От здоровья максимального. Ну, то есть, чем оно выше, тем нам как бы интереснее. Ля, ну ты... Вот она очень неприятная, потому что она тут получает вот эту свою неуязвимость. И очень сильно меня раздражает, потому что по ней проходит вообще не каждый удар. Вот такой... половина ударов только в нее пролетает. Нужно больше скорости атаки, наверное. Ну, типа, вот я не знаю, нужно ли больше скорости атаки или нет. Очень хорошо. Да ну ты умри, а! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. 43% вампиризма. Звучит многообещающе. Так. Смотри, тактика галактика. Мы ставим вот сюда вот эту штуку, получаем большой прирост хп, по идее. За 4 этих. Да, ну и идем, бывем, живем дальше. Пока что 22, ёб твою мать. Вот, а вот сейчас вот я как бы, да, задумался. Я думаю, что после этого круга нам с тобой нужно идти в лагерь. Ну, либо нас сейчас вынесут и как бы помогут дойти до лагеря, да. Тоже не исключено, собственно. Ой, вот, ну не надо, ну не стукай. Поменяйте мне кто-нибудь ее на квестовую ее. 2% вампиризма, но 60% здоровья. На самом-то деле. Уклонение 8%. Это маленький шанс, я считаю. Так, не, ну ладно, давай пусть она будет. Просто пусть будет. Просто пусть есть она, и ладно. 3. Да. Вот сюда. Вот так. Сюда вот так. Спросишь меня, о чем я только что думал.
о всяком разном. О том, как правильно поставить горы. Вот эти вот горы, будь они неладны. Да, и с ними все как-то очень сложно. Так, вот это давай сюда, вот это давай сюда. Там выпал квест на гоблина. Ты видишь? Ты видишь? Смотри, квест на гоблина. Ой-ой-ой, вот это мне очень не нравится на самом-то деле. Знаешь, что я думаю? Хватит ли нам здоровья убить гоблинов? По ощущениям, как бы нет. По ощущениям, как бы нет. Давай вот сейчас мы убиваем слизняка. Вампиризм, контрудары, защита. Ну, мы теряем 1,8 регенов в секунду. Очень приятно, между прочим. Вот так, может быть, это решит наши проблембисы. Так, давай поставим вот это сюда, вот это сюда. Вряд ли вот это решит наши проблембисы, да? Очень вряд ли. Больше вампиризма. Ну, слушай, мы можем попытаться пройти, понадеявшись на удачу. Давай просто заходим и верим в удачу. Ой, небольшой хотя бы уже лучше. Но это не точно. Судя по всему, мы с тобой отъезжаем. Друалек. Можешь что-нибудь спасти ситуацию? Нет. Ну умри ты уже. Так, убили раз. А, слушай. А нет, а мы выжили. Еще и задание готово. Ля, какой я молодец. Молодчик. Так, ну я считаю, что вот это очень важное направление. Ну давай слизняку надаем по щам. Так вот, чтобы наверняка. Так, поехали. Не, ну там мне уже все. Ну то есть не в этом круге, так сказать. Вот это поставим сюда. Давай вот это сюда поставим. Получим просто сейчас по максимуму ресурсов. Вот так вот, вот так вот. И выйдем. Мы с тобой отступим. Да. Пусть плеер. И что ты мне сделаешь? Так. Сейчас мы с тобой смотрим. Можем ли мы что-то построить? Мы можем построить кладбище. Подожди, а что это делает? Печальное, но неотъемлемое место каждой деревни. За прохождение через кладбище в экспедиции дает обрывок воспоминаний. При улучшении сможет воскрешать героев экспедиции. Ага. А ведь это прекрасно. Ну, то есть, как бы, да бы. Надо построить как-то так, чтобы вот оно мне... Ёб твою мать, братишка, что с тобой нахуй жизнь-то натворила? Спасибо. Ну, пожалуйста. Это хорошее место, спокойное, люди есть, но тихие. Справедливо. Они только выглядят мрачно, но могут многое рассказать, если умеешь слушать. Ну, как обычно, гробовщик ебанутый, как бы на этом и этим все сказано, собственно, да? Так. Чтобы... Бля... Что так много металлома нужно? Посмотри, пункт снабжения и крипто, чтобы построить. А что вообще дает крипто? Крипота. Кстати, а из чего создается вон та желтенькая сфера? Охренова. Располагается у кладбища, место упокоения древнего героя. Магия
и нестабильность мира сильно на него повлияла. Возможно, его непростая история пробудит в вас новые качества. Открывает класс Некромант. Золотую карту родовой склеп, если построен разведцентр. А ведь звучит-то как? Так, ну на этом, что я тебе скажу, мой дорогой друг? На этом, я думаю, на сегодня мы заканчиваем. Мы с вами посмотрели кучу новых построек. Да. По моим субъективным ощущениям, сейчас мы не сможем убить вот эту. Да. Но. Может быть, уже в следующей серии мы сможем. Поэтому ты пока что пойди поставь там лайки, колокольчики, подпишись на канал, напиши комментарии, все дела, а мы с тобой увидимся в следующей серии.